Всем привет, с вами Дэн. Бильярд. И смотрите, лимитка 2025 луч и часовое хобби. Здесь пока прототип, и давайте о нем говорить. Ну и в плане коробки тоже. Здесь, как видите, будут некоторые косячки, поправлен там шрифт и так далее. Поэтому пока коробку, что называется, не судим строго. Ну, часовое хобби вы, наверное, знаете. Магазин Ивана, думаю, тоже многие знают. И вот уже второй часовой проект совместно с Лучом будет реализовываться. И давайте смотреть. 200 штук, кстати говоря, всего лимитка. Вот такая здесь интересная внутри. Прям все стилизовано под бильярд. Вот такой паспорт классический для Луча. Иван говорит, что коробка будет немножко меняться. То есть здесь будет что-то такое более зеленое, наверное. Да, и инструкция будет крепиться как-то в такой кармашек специальный. Короче, но самое главное, конечно же, в таких во всех проектах это часы. И давайте на них смотреть. Это уже финальный прототип, то есть итоговые часы будут вот такие. Давайте сначала по характеристикам, а дальше уже поговорим про сам проект. Значит, на базе большого однострелочника Луча реализуется бильярд в данном случае. Более крупный корпус, здесь 42 мм по диаметру. Ну, кстати, давайте сразу все уж пройдемся по всем размерчикам. Здесь 42, высота, с учетом стекла, которое чуть-чуть выпирает, да, 14, по ремешку 22, так что, если что, любые сторонние можно будет поставить. Ну и от ушка до ушка 49. То есть модель такая будет на руке заметная. И как говорит Иван, почему выбрали корпус покрупнее? Ну, потому что сама по себе модель получше, да, там по характеристикам большой однострелочник. А во-вторых, она позволяет реализовать самое главное в данном случае, это, конечно же, идею и затею, которая здесь стоит за этими часами. Внутри у нас механизм Miyota 82S5, сапфир с внутренним антибликом, водозащита 50 метров, кожаный ремешок на раскладывающейся застежечке будет и, как я уже сказал, 200 штук лимитка и цена 52 тысячи рублей. Ну и в данном случае, конечно, как мне кажется, однострелочник как нельзя лучше подошел к этой идее, потому что мы с вами видим, что одну центральную стрелку, которая отвечает за минуты и секунды, и собственно, это кий. Вот такая визуализация, да, как два кия делать, они будут тогда разными, поэтому один вот самое оно. Дальше, зеленое, здесь сукно у нас в виде циферблата с шагренью, да, текстуры сукна. Ну, а боковая часть, да, наклонный рант, это уже что? Правильно, это уже бортики стола бильярдного. А в целом мы с вами наблюдаем как раз золотистый корпус такой, да, получается, это бильярдный стол, и здесь стекло, кий, также биток в виде секундной стрелки, и у битка есть такая синяя точечка, это опять же в стилизации след от мелка после удара. Ну и, конечно же, шары трехмерные, очень прикольно, выпирают над циферблатом 2, 8 и 11. Вот решили сделать 3 шара, мне кажется, как раз правильно. Если бы их было много, это было бы уже перебор, а если бы их было мало, то, наверное, хотелось бы чего-то еще. И смотрите, да, вот весь циферблат это прям одна единая идея, и она интересно реализована, и, как мне кажется, это получилось. Здорово. Кстати, все контакты Ивана, как заказать, все это оставлю в описании к этому ролику. Проект довольно сложный по исполнению, здесь стоит хотя бы даже посмотреть, например, на первую версию прототипа, видите, да, вот первая версия у меня слева, и сильное отличие, то есть и сукно не то, и цвет вот этой боковой части тоже слишком светлый. Вот здесь, как мне кажется, уже намного более интересно и уже такой полноценная реализация. Здесь еще важный момент, кстати, что каждая задняя крышка будет пронумерована. Вот задняя крышка на прототипе, она не финальная, а финальная это вот у меня здесь в руках, и вот здесь будет 001-200, да, вот первый номер, то есть каждый номер тоже будет. Здесь вот эта крышка будет меняться. Кожаный ремешок идет в базе, да, с раскладывающейся застежкой. Он, кстати, хорошо сочетается с золотистым корпусом. Ну, а в дальнейшем, если что, можете поставить тот ремешок, который вам кажется более
правильным. Кстати, у меня есть возможность вам показать циферблат без корпуса. Да, объемные, видите, какие шары объемные. Кий очень красиво отполирован, и он сделан прям как настоящий, да, когда вот так вот стрелкой расходится. Белая такая светлая часть, и дальше она уже темнеет, дерево. Класс. Мне кажется, проект интересен будет как любителям часов, которые, в принципе, охотятся за лимитками, за чем-то необычным, так и, конечно, тем, кто действительно играет время от времени или на постоянной основе в бильярд. И это интересная такая, да, тема для именно лимитки часовой. Давайте чуть более детально посмотрим циферблат уже в часах. Мячи такие прям объемные, класс. И в целом очень много деталей, очень много мелких деталей, все сделано прям прекрасно. Бильярд. Ну и что же по итогу? Как мне кажется, идея шикарная, исполнение на хорошем высоком уровне. И, знаете, в целом чувствуется вот такой детальный, щепетильный подход, что как раз-таки в лимитках, да еще вот с таким определенным специфичным уклоном, это прям важно. И тем более здесь соединяются и часы, и визуализация. То есть это не то, что куда-то в сторону ушли, и там где-то стрелочки, где-то там гравировка, а здесь соединены как раз-таки вот сукно, кий у нас, да, и при этом это все функционально, это все можно использовать как обычные часы, да, в принципе, даже на каждый день. И всем показывать на своем запястье, что я фанат не только часов, но и бильярда, или наоборот, вот я играю в бильярд, и сразу будет понятно по вашим часам. Вот такой интересный проект, если что, присоединяйтесь, я, как уже говорил, все ссылки оставлю в описании к этому ролику. А на этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.